Всем привет и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами на моей любимой кухне готовим полезные рецепты, вкусные, красивые, эстетичные, ну иногда даже и экзотичные. Так что сегодня, дорогие мои друзья, я вам предлагаю сделать один совершенно потрясающий десерт из творога. Чтобы вы понимали, в Дании вообще нет творога. И пока я нашла что-то похожее на него, да, у меня ушли многие годы жизни, я вам скажу. Да. Раньше мне всегда творожок привозили мои родители или же моя тетя из Польши. И прямо привозили мне килограмм 10, я его замораживала и так далее, потому что в Дании его не продают и никто его не ест. Но, как я уже сказала, я нашла альтернативу. В магазине Lidl продается так называемый кварк. Это можно сравнить с чем-то, с таким протертым творожком нашим, да, и я научилась, аллилуйя 8 раз, делать различные десерты, ленивые варенички и всякие шарлотки, выпечку всевозможную из этого самого кварка. И знаете, у меня всегда, когда я прихожу в Lidl, смотрю, значит, есть ли этот протертый творожок, если он есть, я беру прямо вот так вот ящик, там, по-моему, 16 маленьких таких коробочек по 250 грамм, и я все это беру и замораживаю, потому что я всегда боюсь, что вдруг этот продукт, потому что он не популярен в Дании, исчезнет с наших прилавков. Ну ладно, не об этом, дорогие мои друзья. Сегодня мы с вами сделаем совершенно потрясающий десерт, который можно есть на диете, на стадии снижения веса и на стадии закрепления веса, потому что в нем не будет ни грамма сахара. Ну что, идемте готовить. Для приготовления нашего десерта нам понадобится стеклянная миска, где мы будем вымешивать наш десерт, силиконовая форма, силиконовая лопатка, венчик, деревянная ложка, маленькое полотенце и пищевая пленка. И из продуктов питания у меня 700 грамм протертого творожка, он называется у нас кварк, 100 грамм чернослива, который я уже порезала, измельченных 200 грамм миндального ореха, 200 грамм фиников порезанных тоже, и, конечно же, косточку я уже удалила, стакан воды, 150 грамм сметаны, 50 грамм шоколада темного горького, пачка желатина, у меня 20 грамм, и буквально щепотка ванилина. Ну что, начинаем готовить. Первым делом мы должны с вами подготовить наш желатин. Мы берем весь объем и выливаем холодную воду, так, чтобы водичка покрыла наш желатин. Вот так вот. Немножечко перемешиваем. И даем постоять минут 15. Так, чтобы желатин растворился или набух, вот так даже скажем. Еще чуточку. На глаз вот просто вливаете эту водичку. И перемешиваете. Все, теперь оставляем на 15-20 минут. Отставляем его в сторону. И начинаем приготовление нашего основного десерта. Я в большую миску отправляю наш творог. Плюх, плюх, плюх. Так. Вслед за творожком мы отправим сметану. Прямо этой же лопаткой. Вытаскиваем ее отсюда тихонечко, так аккуратненько. Вот. И ванилин. Тарам. Ах, какой запах хороший получился уже у нас. Это чуточку перемешиваем. И отправляем чернослив. Видите, я его уже порезала. Такой у нас с кусочками. Тоже чуть-чуть перемешаем. Орешки. Все у нас очень и очень быстро происходит.
тоже чуть-чуть перемешиваем. И последний компонент у нас будут финики. Вот они такие у нас уже тоже порезанные. Косточки я, естественно, тоже достала. Немножко поможем рукой. Так. И еще раз все перемешиваем. Сейчас на этой стадии, когда мы с вами добавили финики, самое время взять все же деревянную ложку. Потому что финики, они такие немножко капризные. Все это хорошенько перемешиваем. И по сути наш десерт уже почти готов. Вы представляете себе такое? Пахнет чудесно за счет ванилина. Орешки какие у нас красивые. Все. Мы перемешали. Теперь нашу миску мы можем также отставить в сторону и вернуться к нашему желатину. Желатин постоял, смотрите, он уже набух, впитал воду и выглядит вот так сейчас. И он такой, видите, получается густой уже стал консистенцией. Да? Теперь мы, очень важный момент, выкладываем наш набухший желатин вот в такую вот мисочку побольше. И мы его сейчас будем растворять с вами в кипятке. Постепенно вводим водичку, и вот так вот вымешиваем до растворения, до полного растворения вот этих вот крупиночек, чтобы ничего у нас не осталось с вами. Все. Наш волшебный желатин готов для того, чтобы мы с вами его ввели в наш великолепный десерт. Теперь дадим нашему желатину немножечко остыть и затем вернемся к приготовлению нашего волшебства. Прошло буквально парочку минут, и наш желатин уже не такой горячий, он остыл. И мы его с чистой совестью сейчас будем вводить в наш творожок. Прям выливайте, не бойтесь, вот так вот можно помочь лопаточкой тоже, чтобы ничего на донышке не осталось. Вот так вот. Все, ввели, и теперь перемешаем хорошенько. Вот какая у нас красота получается. Ребята, это такой вкусный десерт. И самое главное, какой он полезный. Здесь ни грамма сахара нет. У нас только сухофруктов немножко, да? А так, кисломолочные продукты. Можно будет есть этот наш десерт, наслаждаться им с чистой совестью. Теперь берем силиконовую форму, которую я уже, видите, застелила пищевой пленкой. И выливаем наше а-ля тесто. Разравниваем немножечко творожок по форме. Видите, она такая раздалась в талии, наша форма. Хорошо, что она у нас силиконовая. Вот, выравниваем так. И теперь, дорогие друзья, мы приходим к самому сложному моменту приготовления этого десерта, к ожиданию. Потому что мы сейчас поставим наш десерт в холодильник на 4 часа до того, как он застынет. Вот такое вот чудо у нас с вами на данный момент. И увидимся через 4 часа. Я буквально 7-10 секунд растопила наш шоколад в микроволновке. И теперь давайте вот так вот в произвольной совершенно форме украсим наш десерт. Пусть он так стекает немножко у нас по краям. Это будет придавать такую интересную композицию нашему десерту. И вот что у нас с вами получилось. Мне даже нравится, знаете, что у нас такие вот черно-белые как бы мотивы. Это придает контрастность
И очень даже мне это все нравится. Ну что, давайте отрежем один кусочек, чтобы вы посмотрели, какая прелесть у нас получилась в разрезе. Аккуратненько я разрезаю. Та-дам! И смотрите, что у нас с вами есть. Вот какой он шикарный в разрезе. Видели, как он великолепно режется. Ну, сейчас я все это красиво выложу на тарелочку и вернусь к вам, мои дорогие. Дорогие мои, ну смотрите, какой у нас шедевральный десерт сегодня получился. Посмотрите, какой он красивый, какой он чудесный, как он пахнет за счет этого самого шоколада и ванилина, который я добавила в этот самый творожок. Какой он, посмотрите, вот просто вот я просто не могу вам передать словами, как это будет вкусно. Самое главное то, что наш с вами десерт, он полезен. Это кисломолочный продукт. Желатин – это натуральный коллаген, который очень нам всем необходим для наших костей, для наших волос и так далее. То есть ни грамма сахара. Сухофрукты, которые мы с вами добавили, они дают вот эту вот пикантность и сладость этому продукту готовому. Ну, а горький шоколад, у меня был сегодня 80%, то есть тоже, там буквально вы видели, совершенно чуточку я им полила, украсила для того, чтобы наш десерт смотрелся более аппетитно. Поверьте мне, такой десерт полюбят все члены вашей семьи, детки, внуки будут в восторге от этого великолепного десерта, который подойдет как к чаю, так и к кофе, и также просто-напросто, вот если вам захочется в критические дни, например, что-нибудь сладенького. Делается он, как вы видели, элементарно, все это перемешивается и ставится в холодильник на вот, у меня стояло 3,5 часа, я вам говорила 4 часа, как, посмотрите по консистенции, да, как быстро он у вас как бы схватится и застынет. И пока он стоит в холодильнике, вы можете делать все, что угодно. Вы можете уйти на работу, вы можете приготовить ужин, вы можете whatever. Короче говоря, попробуйте. Если бы в моей молодости были такие рецепты, друзья, я в год весила, чтобы вы понимали, 16 килограмм 300 грамм. То есть у меня было ожирение уже просто в год моего дня рождения. Да. И, конечно же, я всегда боролась с моим лишним весом. Но если бы в мою молодость были вот такие шикарные рецепты, которыми я с вами делюсь, я думаю, у меня бы такой проблемы никогда не было. И поэтому я вам всем искренне желаю следовать моим интересным рецептам, которые я придумываю, работаю, вкладываю в свою душу. И, пожалуйста, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь, конечно же, полезной едой. Ну и помните о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Но, тем не менее, когда нам захочется чего-нибудь вкусненького, сладенького, то мы можем сделать вот такой вот супер-дупер вкусненький десерт. Дорогие мои, спасибо, что вы сегодня были со мной. Спасибо за то, что вас у меня становится все больше и больше. Я вас всех очень люблю и действительно дорожу каждым из вас. До новых встреч, до новых вкусных, полезных рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!